Пришла Лена. Не, пока Кирилл ничего. Привет, Лена. Привет всем. Тебе подарочек приехал. О, Сейчас. ух ты. Давай, распаковывай. Там конфеты. Ух ты. Рижский бальзам. Шоколадные. Ага. Я там даже подписал Артем, что это для Лены с Алексеевки. Да. И украшения, представь себе, он это сделал сам. Он занимался металлопластикой. Это Как он там балтийская брошь. Балтийская брошь. Так называемая прусская брошь. Ага. И он сам это сделал. И, кстати, я знаю, что ты любишь такие украшения. Да, украшения. Я у тебя такого плана, в такой стилистике я у тебя видела. А ну. Ух ты. Представляешь, или он сам это еще сделал? Прикольно. Да, круто. Так что Риге привет, Артему привет. Передаю. Хорошо. Мне нравятся такие штуковины. Вот я же сказала, что я передам тебе. Окей. Это так здорово вообще. Да, так, сейчас я положу кулек. И конфеты. Кстати, Таня, я очень люблю сладкое. Видишь, Артем как прочувствовал. Я очень люблю сладкое, мне очень нравится сладкое. Я даже ночью начинаю лопать сладкое, начинаю трескать сладкое. Вообще, говорит, я Они же там еще, видишь, с этим бальзамом внутри, с рижским. Ух ты, прикольно. Да, вижу. Да, вот в чем, Класс, в чем самое интересное, да. Да, Татьяна. Это вообще, как там твой Джокер? Джокер хорошо, уже Как там выздоравливает. Уже лучше. Да? Да. Это что, он куда-то вляпался? Его кто-то грызанул, возможно, лиса. Представляешь? Спасибо большое за конфеты. Я очень люблю сладкое, обожаю сладкое. А что, всем привет. Передаю большой-большой пламенный. Так что вот так вот. У нас на Алексеевке уже отопление отдали. Слава богу. Уже тепло, батареи уже все. Уже из Салтовки мне вчера писали, что дали отопление. В Свалам поле писал с 20 августа, а я там работала в жилком сервисе, а теперь уже сократили жилком сервиса. В связи с тем, что финансовых денег нету, и получилось так, что в связи с такими обстоятельствами сократили ЖКом. Я проработала, получается, 9 лет ровно я проработала в жилком сервисе. И уволили сейчас именно Это в войну? по сокращению в связи с войной, то, что нет финансирования, то есть денег нет. Боже, а как же людям жить? Ну так вот, многих так вот сокращают, многих так вот увольняют. И с больниц тоже увольняют, там персонал некоторые, потому что нету денег. И все уходит туда на войну, и поэтому в связи с этим это просто нету денег. И оно сейчас везде все разбито. Ну, сама понимаешь, что там все так вот располочено, побито. Ну, короче говоря, это было, конечно, очень тяжело. Сейчас многим тяжело. Ну да. Конечно, нелегко. Это те, кто торгует, конечно, там магазины, там это все. Кто занимается торговлей, да, они работают, потому что торговля нужна, чтобы экономику не сорвать, чтобы шел торг, чтобы экономика не села. И все. То есть ты сейчас вообще без работы, да? Ну да, пока еще без работы, пока вот так вот, но в связи с такими обстоятельствами. А до войны, конечно, работала, я там устроилась в 2013 году, мне там, конечно, нравилось, хороший был коллектив. Девочки очень хорошие, начальник у меня отличный. У нас там были субботники, давали полевую кашу. Я помню, Вот это да. Да, я когда-то на субботнике там красили с нами, это ж и жильцы наши там были, и там давали пирожки. Я несколько порций полевой каши съела. Это было где-то в сентябре, в августе, где-то так вот. И 4 пирога съела, и 4 стакана чая выпила. Пришла домой, я так наелась, потом начальник говорит, это, короче говоря, это начальник говорит, Лена, надо отнести грабли. А я вот так налупилась, я еле ползу, вот такая вот ползу. Он мне дал грабли, эти грабли вот так вот волочу. Потом пришла на участок, кинула там их на балконе, все. Я еле залезла на маршрутку, на автобус, я еле ногу подняла, пришла домой. И, короче, с часу, я уже в час как раз пришла домой. В 12 у нас там был обед, это час дня
Я пришла домой, короче, до 7 сплю. Звонит мама: Лена, а ты что там? Это я дома сплю, я так хочу спать. Ну, надо встать, там, зайти ко мне, там, ну, надо там работает. Аж мама говорит, надо там, ко мне, говорит, зайти, там, кое-что там забрать, там, все. А мне так не хочется вставать. Если бы не мама, я бы еще дальше спала до утра. Были мероприятия разные, театр нас водили, вот это вот, давали билеты в театры, это в разные, вот это вот. Субботники были шикарные, и красили, и там, и убирали, там все было. Было вообще классно, очень было хорошо. Ездили на разные мероприятия. Мне больше нравились, конечно, субботники, я их любила. И мне это больше всего, это очень-очень нравилось. А как же, вот скажи, пожалуйста, посокращали штат сотрудников жилкомсервиса, если сейчас требуются, наоборот, руки? Требуется облагородить город, там, допустим, это вот эти... дворники, это цветоводы, это дворники. А дворники, они регулярно, у них регулярно натяжей, потому что же убирать-то надо мусор. Это только дворники остались, они и будут. А ты там кем была? Я там разнорабочим, как типа как курьер, квитанции носила, там предписание по задолженностям носила, такое вот разнашивала. Конечно, было. И жильцы были разные, были хорошие, были вообще попадались такие, что могли подъезд не пустить там. Ну, всякое у меня было. Но коллектив у меня был хороший все-таки. Девчонки, так что я вам всем привет передаю. Татьяне, ой, как его... Наталье Николаевне передаю привет, Людмиле Николаевне, Вадиму Александровичу привет передаю, Ирине Николаевне передаю, всем девчонкам передаю привет, своим бывшим, с кем я работала. Всем передаю большой-большой пламенный привет. Вот так вот. Все. Давай разломаю. Давай. Я бросила сильно большой... Кушать хочет. Он сел вообще на орешки кушать. На перцы острые сел у соседей. Бедные. Они тут прилетают, кушать хотят. Хорошо, что у меня хлебушек был. Ну, а я что, говорю, что он маленький? Я имею в виду, что ласковым словом. Так, друзья, вчера на стриме, кто был вчера вечером на стриме, у меня там, правда, были технические неполадки. 3 раза стрим выбивала, потом вообще потух экран телефона, но я не знаю, зарядился, за ночь вроде бы включился. И мне Владимир с канала Дневник Табаковода, у него свой YouTube канал, он мне сделал донат, чтобы я сегодня пошла и купила себе подарок на память, елочную игрушку. Я ее приобрела, такого замечательного звездочета с петушком, который будет висеть на моей новогодней елке. У меня там уже есть такая мини-коллекция подарков прошлогодних от моих зрителей и подписчиков от Илоночки, которая мне присылала игрушки замечательные, и еще от нескольких зрителей, поэтому я прям отдельную коробку хочу завести с елочными игрушками, потому что для меня Новый год это один из самых таких, знаете, Рождество, Новый год, один из самых главных праздников. Всегда какое-то такое, знаете, теплое ощущение детства. Поэтому спасибо большое, Владимир. И еще был донат на машинку от другого моего зрителя, от Михи, на машинку Амиранчику. Потому что он посмотрел, как Амиранчик вчера расстроился, что не было машинки в посылке, и говорит, обязательно купите. Вот я приобрела трек такой, как «Спасибо большое», так что я все выполнила. Хватит. Всего 2 розетки. 3, всего 3 розетки. Ту радиорозетку никто радио. Я просто сказала, что пусть будет. А нельзя сделать из нее розетку? Ну, нет, из нее розетку нельзя. Понимаешь? Такие вот розетки продаются, они двойные. Она просто вставляется сюда как одинаково, но она двойная. Как это двойная? Не пойму. Она вот так вот идет, двойная розетка. Ага. Вот так вот двойная, но под одну эту. Я понял. Ну их я понял. Да, Класс. есть такие двойные. Так а что не взять такую?
Да, Ромас, я Что, тебя Ромас? прошу, нам пока хватит, если что, потом. Не, ну Надо это заменить, разве да. что... А? Это можно заменить, да, Ну, ну, если что, тренинг поставить. Двери надо делать. Ромас, я нашла вот такие вот ручки, Да. снятые с вот этой вот двери нашей. Ну, хорошо, да. Так, друзья, я уже пришла домой и почитала ваши комментарии. Хотела бы на кое-какие ответить, вернее, кое-что прояснить. Конечно, можно смолчать и вообще не читать ваши комментарии, не обращать внимания. Во-первых, у меня уже за это время привыкла я к очень многим зрителям, знаю их ники. Некоторые приходят ко мне на барахолку, некоторых я никогда в жизни не видела, но очень надеюсь на то, что когда-нибудь я с вами познакомлюсь. Многие мне стали друзьями. И поэтому не читать вообще комментарии, не смотреть я, наверное, так не смогу. Я читаю, потому что, еще раз скажу, очень много позитивных людей на канале. Но, естественно, когда я читаю эти комментарии, среди них попадаются разные комментарии. Бывает такое, что-то меня вообще все равно, и я не обращаю внимания. Но с чем-то я, допустим, не согласна. Во-первых, я хочу сказать, что надо быть немножечко, чуточку добрее. Потому что, смотрю, люди... Ну, не все, естественно, но некоторые направляют свою злость и агрессию в комментариях, выплескивают, думаю, прям именно говорят все, что хотят. В жизни, наверное, так не получается, а в комментариях они считают, что можно все. Можно все именно полить человека грязью, которого ты никогда в жизни не видел, ну, вживую, да. Но сейчас не об этом. Что касается сегодняшнего утреннего разговора по поводу торговаться или не торговаться на рынке. И вот очень много это вызвало споров. С кем-то я вступила в переписку в комментариях. Одна женщина написала, что я несу полный бред, как это так. На рынке очень много перекупщиков, которые торгуют мясом, еще чем-то. С ними нужно обязательно торговаться, потому что они и так же много зарабатывают. Обязательно, это святое право каждого поторговаться. Мне, вот, знаете, всегда очень интересно наблюдать за подобного рода комментариями, потому что, как правило, люди считают деньги простых совершенно людей, которые, ну, допустим, даже если это перекупщик мяса, свинины или говядины или сала, почему никогда никому не приходит мысль в голову посчитать доход владельца супермаркета? А владельцы гипермаркетов это не миллионеры даже, это миллиардеры. Никогда никто не считает доход чиновников, которые себе делают миллионные зарплаты. Несмотря на страшное сейчас время, зарплаты увеличивают, себе увеличивают. Никто никогда не считает зарплаты чиновников, доход от гипермаркетов, супермаркетов, но все всегда считают своей просто святой обязанностью считать деньги таких же простых смертных, как они сами. Почему так происходит, я не знаю. Я так подразумеваю, что все-таки делает свое дело секретные технологии, да. Вот я не буду на эту тему вдаваться, но все-таки не надо так делать, чтобы мы как пауки в банке сжирали друг друга. Я считаю, надо смотреть дальше, надо смотреть глубже, не зацикливаться на том, а что же заработал твой сосед? Вот эти вот люди на рынке с мясом торгующие, они зарабатывают очень много, надо торговаться. Нет, ребят, понимаете, это... Нет, я не говорю, что нельзя торговаться, я просто высказала свое мнение. Это не значит, что надо набрасываться на меня с кулаками, вы имеете право на свое мнение. Но, опять же таки, и мне это просто было лишний повод для размышления на тему, почему же никто не торгуется, даже мысль не приходит торговаться в супермаркете, там, где действительно, во-первых, дороже. Бывают, да, бывают, вы мне сейчас напишите, что бывают акции в супермаркете. Конечно, бывают, и я же тоже хожу и покупаю продукты по этим акциям. Но все-таки это повод задуматься. Там никто не хочет с миллионерами, с миллиардерами, да, спрашивать, а что же у вас такой доход? А почему такой доход у чиновников? А почему такой доход у тех людей, да? А почему они на машинах на таких ездят? Нет, ну не дай бог, сосед купит себе или знакомый что-то новое, дешевое, а откуда у него деньги? Ну вот как-то это, я считаю, это неправильно. Во-первых, надо быть добрее, во-вторых, надо как-то
наоборот, стремиться к лучшему. Это должно стимулировать, да, на то, чтобы... Вот как... Ладно, не буду сейчас говорить. Даже вот по поводу ремонта. Ладно, уже скажу. По поводу ремонта. Когда я просто сказала, что мы по крупицам, мы в течение полтора года мы стараемся восстановить жилье после прилета авиабомб, мы его стараемся как-то восстановить своими силами. Там где-то что-то купили, там где-то что-то подкрасили, там подделали, там пошпаклевали. Это очень долго и нудно, но тем не менее кто-то высказался: вот, у вас есть деньги делать ремонт. Ребят, ну ведь у вас тоже могут быть деньги делать ремонт вот так вот в год по чайной ложке. Так каждый может. Но просто не каждый хочет поднять свою попу и начать что-то делать. Я так еще считаю. Давайте будем добрее, давайте наоборот поддерживать друг друга, мотивировать друг друга, а не грызться в комментариях. Вот это вот я хотела вам сегодня сказать. Ну и вообще, еще раз скажу, никто никогда не смотрит, где кто себе купил новый дом, да, там где-то на берегу океана или где-то в прекрасной заморской стране, такой домик за миллионы, да, никто ведь не считает, как сейчас кто-то себе покупает эти домики, несмотря на войну, кто заработал деньги на эти домики. Но кто-то считает, как тыква свой домик пытается там покрасить. Вот это вот главное. А то, что принц Лимон делает, это совершенно не важно. Совершенно. Мы будем лучше тыквочку гнобить. Ребят, не надо так делать. Мы с вами все в одной упряжке. Задумайтесь об этом. Все мы с вами в одной упряжке. Все простые люди. Мы все вместе. И если мы будем друг друга поддерживать, то все будет хорошо. Война обязательно закончится, наступит обязательно мир. И, ну и всем доброго, хорошего, тихого, мирного вечера. Сладких снов. Не забывайте подписаться на канал, кто не подписался, поставить лайк.